Всем привет! И снова мы сегодня плавим алюминий. Плавить я буду вот этот вот цилиндр. Это цилиндр с последнего видео, где я плавил алюминий. Помните, с металлолома. То есть это первая переплавка была сделана. Сейчас я буду делать вторую переплавку. Потому что с первой переплавки, видите, какие поры. Помните, да, я уже показывал. Плавить я буду флюс, добавлять кальцинированную соду. И все, ни соли, ничего, только соду одну попробую. Потому что с содой мне понравилось больше всего. Это с содой именно этой у меня вышла вот отливка лучше всего. Из всего, что я плавил, именно с этой содой отливка вышла. И я уже показывал вам, что вот оно дно этой отливки, как она шла. Здесь пор. Ну, вообще мало, еле заметно. Чем ближе к краю, тем больше пор. И попробую я сегодня избавиться от них нестандартным способом. То есть вы мне такого еще не предлагали. Буду отливать банку от дихлофоса. Понятно, что обожгу ее. И после отливки я попробую опустить сюда сверло с дрелью и вращать, пока она застывать не начнет, алюминий. И попытаюсь, ну вернее попробую, получится, нет, именно что вот вращением сверла выгнать воздух наверх. Может быть, он просто будет там по кругу крутиться, эти пузыри, да и все, не знаю. Но попробую. Короче, в этом заключается смысл сегодняшнего эксперимента. Плавить также буду в горне, но это все покажу. Начинаем. Горн начал расходиться, поэтому сейчас обжигаю форму. И как раз можно будет уже ставить тигель. Тигель у меня большой. Болванку уже закинул. Вот так, сейчас обгорит. И начнем основной процесс. Смотрите, как обгорает внутри покрытие, видите? Вот нужно обжигать, как мне написал один человек, полностью, дочисто, чтобы было в форме очень чисто. Потому что потом при заливке алюминия вот это всякий шлак, скажем так, от обжига, он тоже дает загазованность. Проще говоря, газует. И вот это надо будет все вычистить. Я не знаю, вам, наверное, сейчас не видно будет. Видите, как отходит. То есть уже прокаленная форма, а внутри еще что-то там есть, чем обработана эта банка. Нужно отжигать так, чтобы все это слетело полностью. Чистый металл остался. Зарядил горн. Он еще только расходится. С одной стороны больше, там меньше. Ну и пока вот такие дела тут творятся. Пока еще ничего не творится. Начнет плавиться, покажу вам. Немного по форме расскажу. Короче, как я ее не обжигал. Ну, вы сейчас не увидите, наверное, дно не поймает, темное. Как я не обжигал на дне и чуть-чуть в стороне, все равно этот нагар остался. Я уже пробовал, песок насыпал, трусил, думал, отобьет. Никак. Все равно немного пятен осталось этих черных. Может быть, они все испортят, не знаю. Посмотрим. После того, как алюминий начал плавиться, я обычно убавляю температуру. То есть у меня вот здесь вот на поддуве есть такая прорезь. Закрываю сильней. Открывать. Можно больше, меньше регулировать. И саму подачу воздуха тоже. Вот она полностью открытая. И прикрываю. То есть вот сейчас у меня самая малая подача. Потому что если хорошо жарить, то тигель прогорает. И вот сейчас на самой малой, видите как? И нормально. И алюминий плавится. Все тут получается нормально. Чем сжечь тигель, лучше чуть-чуть подольше поплавить. Вот он, первый шлак уже. Короче, алюминий готов. Я сейчас этот шлак сниму. Без всякой соды пока. А потом уже, когда тигель вытащу, и тогда уже... Вон он. Показатель того, что алюминий нагрет хорошо. Шлак он, в общем, да и то еще нехорошо. Видите, алюминия сколько осталось.
Но он легкий, он как пушинка. А когда недогретый алюминий, шлак снимаю. Вот он алюминий отделился. Когда недогретый алюминий снимаю, тяжелый получается куски. Ну, зато, считай, одной ложкой весь шлак и снял. Вот со дна еще поднимается. Короче, надо его еще поболтать, со дна поснять побольше шлака. И потом уже буду вынимать. Все, алюминий прогрет до неизвестной температуры. Все на глаз пока. Пока термопара нет, не пришла. Так, выключаю поддув. Достаю сейчас вот сюда, вот на этот пильный диск циркулярный. Ставлю тигель. Засыпаю соду при вас. Короче, постараюсь сделать все теперь одним кадром. Нормально. Теперь достаем. Не заскучились там еще. Опа. Так, ну тигель красный. Вроде должно быть все нормально. Какая у него температура, не знаю. Так, видно вам тут все? Видно, да не все, да? Давайте сделаем вот так. Вот так вам будет видно. Вот. Чтобы образование шлака посмотреть. И как заливать буду посмотреть. Так, все, мешаю соду. Опять же сыплю ложку наугад. Опа. Ну, закипело, забурлило. Пока все нормально. Вроде бы по фэншую. Тихо. Ну да, эта сода действительно флюс. Даже вот ложка с нержавейки, она на нее налипает. Опа. Смотрите, вся ложка облипла. И куда? Тебя, блядь! Ёлкина, в тигеле вода была в другом. А я туда шлак пульнул. Экстремал. Ёлки-палки. Так. Вот вы сейчас, наверное, там улыбаетесь, да? Особенно кто знает все эти технологии алюминиевые. С детства люблю такой хренью заниматься. Так, все. Шлак убран. Шлака нет. Начинаем заливать теперь. А то я, может, сейчас пока эти все манипуляции проведу, он подостынет и у меня ничего и не выйдет помешать дрелью. Сейчас посмотрим. Так. Ёлки. В варежках неудобно. Опа, выливаем. Теперь. Вылили. Так, это остатки, чтобы в тигеле не оставлять. Опа. Опа, все. Готово. Все, тигель пустой. Да, пустой. Тигель убираем куда-нибудь подальше на землю, чтобы травку не жечь. Так, и теперь начинаем мешать, если что-то у нас вообще получится с этого. Так. А получится ли, я не знаю. Розетку поближе. Шнур не сжечь. Ну. Так. Дна коснулись. Опа.
наплавил. Он уже застывает. Вот и слава Кассипор. Так, все, ладно. Вот такой вот чудо-эксперимент сегодня. Посмотрим, что он покажет. Я вам покажу, что тут получилось пока. Вот оно, что получилось. Получилось, что он сверху застывает быстрее, чем снизу. Сверху уже кашится. Ну ладно, все. Меня вызывают куда-то. Так, я решил еще, смотрю, в этой банке не застыл алюминий. А так как у меня все равно вот этот вот алюминий, он на следующую переплавку. И поэтому поэкспериментирую побольше. Все. Начал застывать. Все, теперь пускай эти банки застывают. Охлажу потом. И посмотрим. Фрезой пройдемся вдоль. Потому что многие из вас пишут, когда я протачиваю резцом, многие из вас пишут, а ты распили ее вдоль, посмотри, что будет. Поэтому пройдем опять фрезой. И действительно, фреза больше показывает все косяки. Вы уже видели у меня в предыдущих видео. Ждем. Ну что, развернем все три, посмотрим, что получилось. Это последняя, в которую я выливал остатки стикля, без всякой перемешки дрелью. Пока вот такая штука. Ну тут поры будут по-любому. Я так думаю. Ладно, это пока не интересно. Так, вот это, которую уже потом пришла идея помешать, тоже посмотрим, что. А вылазь. Отпился. Придется разворачивать. Ладно. Консервная банка, что ее жалеть. А ну-ка, смотрим, наблюдаем. Гляньте, ну по боку красиво. Но посмотрим. Так, ладно, это все отфрезеруем, будем смотреть. Сейчас вот это, самый главный наш эксперимент. Что он покажет. Но опять же, он же покажет только после фрезы, на что он сгодится. Просто я к чему делал этот эксперимент с дрелью. Что если он сейчас сработает, возможно, имеет смысл заморочиться с вибростолом. Потому что многие ваши вот эти предложения, вакуум, давление создать. Ну, давление еще тоже возможно, но навряд ли. Мне недавно один человек в комментариях написал, что даже мелкие детали с алюминия делают под давлением в 20 тонн. То есть дома создать такое все равно невозможно. Поэтому я, наверное, откажусь от идеи вообще вакуумом или давлением что-то делать. Так, ну теперь смотрите. Слушайте, ну пока красивая. И не просто красивая. Она очень пока красивая. А вот и прилипла как раз вот эта окалина, за которую я говорил, не смог ее снять. А тут она прилипла. Ну что, к станку будем пробовать. Подопытный номер 1. Начинаем.
Так, ну ближе рассмотрим опять после снятия. Сейчас будет номер 2. Так, заготовка номер 2. Зажата она не по центру. Тесы не хватает места в тесах, чтобы это, видите, провалить ее глубже. Поэтому опасаюсь, как бы ее не выбило. Ну ничего, рискнем. Так, ну я думаю, хватит. Сейчас сниму, потому что дрелью перемешивал, поэтому думаю, тут не будет разницы. Дно, верх, где-то по бокам или в середине. Должна быть все однородное. Сейчас сниму, последнюю, самую главную проточим и разглядим. Начинаем третью проточку, то есть проточку третьей детали. И сейчас оборотов прибавлю, потому что на первой и второй все-таки видно, как фреза тянет дюраль. Я сегодня ж не добавлял ни цинка, ни меди, ничего. Как был он после переплавки, так и остался. И даже если в нем какой-то цинк был, вы сами многие мне пишете, что при переплавке цинк попросту выгорает. Именно поэтому его и добавляем. Поехали. Все, снимаю сейчас на стол под микроскоп. Да простят меня постоянные зрители, я сейчас кое-что расскажу, объясню новым зрителям. То, что вы уже знаете. Вот эта вот деталь, вот это она проточена на токарном станке, а потом фрезерована. Фрезой прошел. И вот смотрите, где точил токарным станком, пор не видно. Нету пор. Я даже шлифовал наждачкой, нету пор. Ну, мало-мало. Но после прохождения фрезой, видите, как поры открываются? То есть как раз вот в этом месте, где пор много, вот он, это верх, пор много, здесь их почти нет. То есть фреза открывает поры лучше. Поэтому я теперь для проверки алюминия всегда их фрезерую. Потому что резец не дает точно понять, как получилось. И вот теперь рассматриваем. Вот она первая деталь, которая без дрели, без ничего. Да, еще сразу. Вот это то, что я плавил сегодня, без цинка, как я уже сказал. А вот эта деталь точно плавлена с цинком. И вот качество обработки, смотрите. Как здесь с цинком обрабатывается. Вот эта же фреза шла, которую я сейчас обрабатывал. Зеркало почти. И как здесь фреза идет. Не зализывает, а налипает, короче, на резец, на фрезу, на пластинки налипает алюминий. И тут уже зеркала нет, не получается. Все, это откладываем. И вот теперь рассматриваем. Поры видно. Видно, есть поры. Но это как сказать вам, это, во-первых, это остатки стигеля. Во-вторых, вылета уже последняя, может, холодная была. Не знаю, это ее брать во внимание сильно-то и не стоит. И, ну, по большому счету, даже без всякой дрели, нормальная, гляньте. Несколько пор всего. И все. Уже нормальная отливка. Так, вот она вторая отливка. Это уже дрелью мешал. Чуть попозже, уже чуть подстыло или как, не знаю, как вам объяснить. Так, вот они поры. Одна, вторая, третья. Ну, короче, помалу есть. Но все равно не так. Сравните, что здесь творится. Вот оно.
То есть вот тут ну, нету, выше есть. То есть пузыри просто не успевают всплывать. И здесь уже их намного меньше. Хотя диаметр-то еще больше, чем вот те. Значит, все-таки выгоняет дрель. Так, теперь вот это. Так, вот это, вот она же последняя. Теперь смотрите последнюю. Какая здесь получилась. Тоже, ну есть поры, от них не избавишься. Но поры есть и в заводских деталях. Но все-таки их мало-мало. Возможно, дрель помогает в этом деле. И значит, как у меня появится посвободнее время, чтобы можно было заняться, я буду делать вибростол, чтобы отливать на вибростоле. Может быть, заготовки получатся то, что надо. Ну, вы видите, да, сами, что пор намного меньше, чем в этой. Хотя, есть такая мысль, что алюминий тянется вот этот. И также фреза ее залезала. Поры, может быть, не знаю. Но так навскидку мало-мало их вообще видно. По сравнению с этими. Так что, буду считать, что эксперимент удался. И дрель более-менее как-то помогла в этом деле. Хотя вот я говорю вам, использовал только кальцинированную соду. И все, ни цинка, ничего, ни меди. Вторая переплавка это. Не металлолом плавленый. Ну, зато здесь сброд алюминия, вы видели в прошлом видео, там было все. Там и ложки, там и дюрали, и алюминий, короче, все подряд. Из такого металлолома получилась такая заготовка. Нормально, получилось. Значит, вибростол будем делать. Ну, может, еще у вас какие-то идеи есть, обязательно приму к сведению. Потому что перед тем, как делать какой-то ролик, я хожу по старым своим видео, перечитываю ваши комментарии, нарываюсь на комментарии, которые вы написали, а мне уведомления не пришло. Бывает, с опозданием в месяц отвечаю даже. Но тут я ни при чем, тут YouTube. Каждый день все ролики свои пересматривать не будешь никак. Отвечаю всегда на новые комментарии, а на старые, ну, нарываюсь. Я, бывает, через год человеку отвечаю. Все, на этом всем удачи, всем пока. Жду ваших идей, здоровья и до встречи.